Тайна происхождения Энакина Скайуокера волнует фанатов «Звездных войн» уже не одно десятилетие. Еще в далеком 1999 году в фильме «Скрытая угроза» создатели объяснили зрителям, что у героя не было отца. Его мать Шми рассказала об этом Квай-Гону, просто объяснив, что она его выносила, родила и вырастила. Она не смогла объяснить, как это произошло, но отца у него точно не было. Поскольку Квай-Гон верил в пророчество об избранном, это привело его к мысли, что Энакин был зачат самой силой, вездесущей и связующей энергией. Поэтому у него и была такая высокая концентрация мидихлориан. Но такое объяснение понравилось далеко не всем. И некоторые из фанатов считают, что своим появлением Энакин обязан Палпатину, который манипулировал мидихлорианами внутри чрева Шми, получив знания о секретах создания жизни с помощью силы от своего учителя Дарта Плегаса. Другие придерживаются мнения, что именно Плегас является первопричиной рождения мальчика. Но сегодня мы не будем ни подтверждать, ни опровергать теории о происхождении избранного. А вместо этого обратимся к фрагменту из романа «Дарт Плегас» автора Джеймса Лусена, из которого станет понятно, что о появлении Энакина думал сам Плегас и почему он решил встретиться с мальчиком в скрытой угрозе. Дарт Плегас провел большую часть своей жизни, пытаясь подчинить своей воле мидихлорианы с целью обрести бессмертие. Ситхи верили, что сила принадлежит им и что они могут управлять ею, в отличие от джедаев, которые считали себя слугами силы и должны были исполнять ее волю. В ходе одного из экспериментов Плегас вместе с Сидиусом вышли из оболочки собственных тел и, став единой сущностью, пустили в ход всю свою могучую волю, чтобы установить над силой полновесное господство. И встречного удара не последовало. В исступленном восторге они осознали, что сила сломлена, как будто божество было низвергнуто с пьедестала. Они сотворили новую точку опоры, относительно которой светлая сторона ушла вниз, а темная возвысилась. На этом Мун не остановился и пошел в своих исследованиях дальше. В тот же день, искусно манипулируя мидихлорианами, он научился оживлять мертвых. Спустя несколько месяцев, опьяненный новообретенной властью, Плегас попытался совершить еще более немыслимый поступок и создать жизнь, но потерпел неудачу. Сила не отвечала, словно в страхе бежав от него. Да и многие звери в его лаборатории пали жертвой ужасных болезней. Глядя в темнеющее небо, он думал о том, какие напасти намерена обрушить сила на него, на Сидиуса или на них обоих за то, что они самовольно поколебали равновесие. Быть может, она лишь ждет удобного случая, чтобы свершить свое возмездие. Во время событий первого эпизода, когда Плегас вместе с Сидиусом приводили в действие великий план ситхов по захвату власти в галактике, на Татуин был отправлен ученик Сидиуса, молодой Забрак Мол. Темные лорды решили раскрыть свои карты и показать джедаям, что ситхи не вымерли, рассчитывая тем самым потрясти Орден джедаев. Однако они не ожидали, что Квай-Гон встретит там мальчика по имени Энакин с невероятным потенциалом в силе, а после прибудет с ним на Корусант, чтобы представить Совету джедаев. Палпатин узнает об этом лишь на следующее утро, когда мастер-джедай Дуку расскажет ему о мальчишке, бывшем рабе, которого Квай-Гон нашел на Татуине и считал средоточием силы, избранным из пророчества, способным уничтожить ситхов и принести баланс в силу. Энакину был сделан анализ крови, и его концентрация мидихлориан просто зашкаливала. С этого момента Палпатин перестал слушать рассказ Дуку
Его мысли с неистовой скоростью понеслись назад во времени, замерев лишь на посадочной платформе, где они с Велорумом приветствовали Амидалу и ее свиту. Конечно, не совсем Амидалу, а одну из ее служанок-двойников. Но светловолосый мальчишка в грязной одежде, этот Энакин, точно был там, вместе с Гунганом и 2 джедаями. Более того, мальчик всю ночь провел в крошечной комнате в его собственных апартаментах, и он ничего не почувствовал. Скрывая свое волнение, Палпатин дождался окончания встречи с Дуку, после чего немедленно связался со своим учителем. Полученная новость прозвучала для Плегаса как гром среди ясного неба. Он понимал, что единственный способ узнать, были ли слухи из пророчества правдой, это встретиться с мальчиком лично. Поэтому в день, когда королева Амидала должна была объявить о вотуме недоверия верховному канцлеру Велоруму и тем самым вогнать первый гвоздь в крышку гроба республики, Дарт Плегас под прикрытием своей публичной личины Муна Хега Дамаска отправился в апартаменты, где остановился Энакин. Далее будет фрагмент из книги «Дарт Плегас», чтобы мы с вами смогли проникнуть в мысли учителя Дарта Сидиуса и понять панику, которую он испытывал, когда спешил на встречу с мальчиком. Не обращая внимания на возгласы испуганных жильцов и окрики бдительных охранников, Плегас спешил по устланному плюшевым ковром коридору в направлении принадлежащих Палпатину апартаментов. Изначально он собирался присутствовать на заседании Сената, но в последний момент с ним связался Палпатин и пересказал свой разговор с Дуку. То, что Квай-Гон Джинн опознал в моле ситха, было вполне ожидаемо. Но слова Дуку о том, что джедаи привезли на Корусант мальчика, являющегося средоточием силы, стали для него настоящим потрясением. Более того, Квай-Гон считал мальчишку избранным из джедайского пророчества. Плегас должен был сам повидать этого Энакина Скайуокера, прочувствовать его в силе. Он должен был понять, действительно ли сила 9 лет назад нанесла ему новый ответный удар, породив на свет человека, который восстановит равновесие в галактике. Плегас остановился у входа в апартаменты Палпатина. Вскоре вышла одна из королевских служанок, похожих друг на друга как 2 капли воды, и встала темным силуэтом у дверей. Ее взгляд задержался на дыхательной маске Муна. Прошу прощения, господин. Сенатора Палпатина здесь нет. Знаю. Я пришел поговорить с гостем сенатора, юным человеком. Служанка по-прежнему не отрывала глаз от его маски. Мне не дозволяется... Мун стремительно повел левой рукой, подчиняя себе ее разум. Я разрешаю тебе говорить. Вы разрешили мне говорить. Где сейчас мальчик? Вам нужен Энакин? Энакин, да. Он самый. Приведи его. Сейчас же. Вы разминулись с ним, господин. Плегас заглянул в комнату поверх ее плеча. Разминулся? Где он? Мастер-джедай Квай-Гон Джинн забрал его, господин. Думаю, вы найдете его в храме джедаев. Плегас отступил на шаг. Мысли в его голове кружились безумным хороводом. Еще оставался шанс, что совет посчитает Энакина слишком взрослым для обучения. И если предположить, что его вернут на Татуин... Но если нет... Если Квай-Гон убедит мастеров из совета изменить своим собственным принципам... Плегас провел рукой по лбу. Нам конец? Ты погубила нас? Мысленно произнес ситх, обращаясь к силе. Внезапно на него накатило чувство вины. Не обрек ли он на гибель все, над чем ситхи так упорно трудились уже 1000 лет?
заставив силу создать против них совершенное оружие. Могли ли его действия послужить причиной рождения мальчика? Ведь ни он, ни Палпатин не делали этого целенаправленно. Вероятно, это была сама сила, создавшая избранного в знак протеста против того, что он попытался получить над ней контроль. Если сама сила выступит против ситхов, будет ли у них шанс победить в этой битве? Поздним вечером Плегас поднялся на обзорную площадку, откуда открывался вид на частную посадочную платформу, где королевская яхта Амидалы купалась в последних лучах солнечного света. Набросив на голову капюшон, он подошел к стационарному макробиноклю и приложил глаза к окуляру с мягким ободком. Квай-Гон Джинн, Оби-Ван Кеноби и мальчишка только что спустились на платформу на джедайском корабле. Амидала, ее служанки, охранники и гуттаперчивый Гунган прибыли на полусферическом открытом воздушном такси. И те, и другие направились к трапу яхты, но Квай-Гон и круглолицый малец остановились невдалеке от корабля и оживленно разговаривали друг с другом. О чем же они могли говорить, что Квай-Гон вмиг посерьезнел, а мальчик выглядел таким смущенным? Подняв лицо от макробинокля, Плегас потянулся к силе, и его тут же захлестнул поток путанных образов. Яростные битвы в открытом космосе, рассыпающие искры клинки, лучи ослепительного света, киборг в черном шлеме, поднимающийся со стола. Когда его взгляд вновь нашел платформу, Квай-Гона с мальчиком и след простыл. Отчаянно пытаясь собрать дарованные силой образы в какую-то цельную картину, он неподвижно стоял на месте и смотрел, как корабль взмывает над платформой и исчезает в ночи. Как ни пытался он представить будущее иначе, от правды было не уйти. Мальчик изменит ход истории. Если только Мол должен убить Квай-Гона и тем самым не допустить, чтобы мальчика обучили. Квай-Гон. Вот ключ ко всему. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.